В этом видео мы проверим, есть ли в игре преимущество пикающего, как увидеть, посчитать и уменьшить input lag. Выясним, что не так с демками, почему вы умираете за стеной, какое преимущество дает пинг, кому и зачем нужно прогнозирование урона, а также вы узнаете больше о джиттере и пакетах, FPS, герцовке и о том, как все это связано. Темы сложные, можно запутаться, для этого через неделю после выхода этого видео я проведу небольшой стрим, на котором отвечу на все возникшие вопросы, смогу объяснить тонкости и важные моменты, которые остались непонятны. А запись этого стрима оставлю по ссылке в описании, если вы смотрите это видео позже. В CS2 у каждого игрока есть свои сверхточные часы, их можно увидеть с помощью этой команды. Эти часы можно замедлить, а можно ускорить. Эти часы позволяют синхронизировать игроков и решать, кто оказался быстрее и точнее. Каждому вашему действию с помощью саптик-системы и этих часов присваивается временная метка, и каждый тик отправляется на сервер. А сервер в ответ каждый тик присылает вам данные о том, как он видит вас и других игроков, так как самостоятельно формирует общую картину на основе всех получаемых данных. Но тикрейт, с которым вы отправляете команды на сервер и с которым вы получаете данные от сервера, не синхронны. Окружающий вас мир, игроки – это снимки того, как игровую картину видел сервер, некоторую задержку назад, прошлое. Когда вы пикаете, вы можете видеть, что враг еще не смотрит на вас, но на самом деле это может быть не так на данный момент. Ваши же действия в моменте – это предсказания относительно них. Они также попадут на сервер через задержку. Я говорю задержку, а не пинг, потому что CS2 учитывает не только его. Игра учитывает сумму всех задержек, связанных с вашей сетью, вашим железом, а также задержками самого сервера. Туда частично входит и ваш input lag, но об этом позже. При записи демо действия от всех игроков записываются в том порядке, в котором они пришли на сервер. Если TrueView отключен, временные метки не учитываются, и можно попасть на демки и не убить, а можно убить не попав. Хотя в реальности, на экране, все было честно. При включенном TrueView временные метки действий учитываются, и игровая картина перестраивается так, чтобы максимально совпадать с тем, что видел игрок, за которым вы смотрите. Включая эту функцию, вы будете видеть даже те предсказания, которые не были учтены, так как они по времени происходят после момента, когда противник уже убил, и это впоследствии подтвердил сервер. Но игрок продолжал предсказывать, потому что информация о смерти еще не успела до него дойти. На первый взгляд может показаться, что у кого-то в этой ситуации есть преимущество. У пикающего с большой задержкой, так как его предсказания мы не видим моментально, а он уже видит нас на своем экране. Или у игрока с низкой задержкой, так как он видит самую свежую картину быстрее, и его данные быстрее дойдут до сервера. Но, как я уже сказал, за счет точных часов и точного отслеживания задержек все действия в игре максимально синхронизированы. И формируя кадр, он будет содержать информацию о противнике. Игра точно знает, сколько ей понадобилось времени, чтобы дойти до вас. И легко вычисляет, кто на самом деле среагировал быстрее. Но игра не считает, кто кого сколько видел. Честность достигается за счет точной синхронизации времени, так как игра детерминирована и все к нему привязано. Если ваш пинг увеличивается, игра как бы временно замедляет ваше время, чтобы отодвинуть вас во времени назад, и чтобы ваши часы совпадали с тем, как выглядела игровая ситуация на тот момент. В этом фрагменте пинг увеличивается на 48 миллисекунд, и соответственно секунды раунда идут на 48 миллисекунд дольше обычного. Может также показаться, что и ваш диффуз длится дольше, если ваша задержка больше, но не беспокойтесь, он будет длиться сколько должен, а это нужно для синхронизации. Если вам никто не помешает, то по сути ваш диффуз закончится раньше, на эту же величину задержки. И так со всеми вашими действиями. Вы можете видеть, как вас телепортируют назад при попадании, потому что то, куда вы успели добежать, было невозможно, так как мгновение назад вас попали, и вы должны были замедлиться, и сервер скорректировал ваше положение с учетом этого замедления. Если сервер увидел, что противник вас убил, пока вы еще не были за стеной на его экране, он телепортирует вас на то место, где вы погибли. Вы можете видеть, что выстрелили во врага, разброс полностью покрывал цель и промахнуться было невозможно, но при получении урона ваш прицел подпрыгивает даже при наличии брони, хоть и этого не видно. Запомните положение прицелов двух игроков, они меняться не будут. Выстрел игрока, который ожидает, по условию произойдет раньше выстрела того, кто выходит, а тот, кто выходит, выстрелил дальше от угла и соответственно позже. Хоть на его экране выстрел и не имел шансов на промах и произошел для него раньше, ожидающий игрок сделал это раньше на своем экране. Если бы пикающий игрок выстрелил раньше, чем ожидающий, то есть в любое время в этом промежутке он победил бы в перестрелке. В этом фрагменте мы видим, как игрок с большим пингом выходит на того, у кого пинг почти нулевой. Игрок с минимальным пингом победил бы, если бы выстрелил раньше. А игрок с большим пингом в таком случае к этому моменту уже бы также успел зайти обратно за угол, но умер бы через те же 12 кадров, оставшись без убийства, потому что противник на самом деле его опередил, и ответ от сервера пришел с задержкой.
Исходя из вышесказанного, мы поняли, что синхронизация позволяет уравнять шансы игроков с разным пингом, с точностью выше тикрейта, и в таком случае не существует никакого преимущества пикающего. То есть в ситуации, когда на вас выходит враг, и вы стоите, его ждете, или наоборот, победит тот, кто на своем экране сделал это быстрее. Но, как я уже говорил, то, где вы находитесь сейчас, это лишь предсказание. Противники же видят то, где вы были раньше. У каждого игрока на сервере как бы появляется призрак, который отстает от него во времени. Это то, где ваша модель находится для другого игрока. Соответственно, пока вы стоите на месте, вы и ваш призрак совпадают, и никаких проблем не возникает. Но все становится сложнее, когда оба игрока находятся в движении. Например, один догоняет другого. Тот, кто убегает, его призрак остается за ним. Тот, кто догоняет, его призрак также находится за ним. Но тот, кто догоняет, может полностью видеть противника, так как опережает своего призрака, а тот, кто убегает, совершенно его не видеть, так как также обгоняет своего призрака, которого сейчас видит соперник, а реальную позицию догоняющего он не видит. Угадайте, что произойдет, если догоняющий попадет. Я назвал это преимущество догоняющего. Это преимущество появляется, когда оба двигаются, и один игрок только выглядывает, а другой в этот же момент, иногда даже не видя соперника, начинает прятаться. И неважно, у кого задержка больше, а у кого меньше. Но можете не беспокоиться, это синтетический пример. Добиться такого результата получилось только за счет слаженных действий, и это преимущество больше, чем выше скорость. Избавиться от него совсем невозможно по физическим причинам. Но убегающему достаточно лишь на мгновение сбросить скорость, чтобы снова начать видеть противника, и это преимущество у догоняющего пропадает. Но за счет кругового движения мы смогли добиться его стабильного состояния, для наглядности. То есть если вы слышите топот за углом и ожидаете, что враг вот-вот выйдет, держите в голове, что ваш призрак еще будет какое-то время стоять на месте, или что реальная модель бежит впереди того, кого вы слышите и скоро увидите. Поэтому старайтесь прятаться чуть заранее или не прятаться вовсе. Те моменты, когда у вас преимущество и вам не нужно прятаться, чтобы иметь больше шансов на победу, мы разберем в следующих видео. Хоть высокая задержка не влияет напрямую, игра с высоким пингом кажется тяжелой, потому что нашему мозгу очень важна привычная обратная связь. Мышечная память, а точнее машинальные действия не очень точны. Попробуйте зажать в стену с открытыми глазами, а потом закрытыми. Уверен, что результаты будут сильно отличаться. Мозгу важно не только двигать рукой по привычной траектории, но и видеть как можно быстрее результаты этого движения. Мои слова подтверждают и прошлый опыт. При переходе на CS2 следы от пуль потеряли в центре яркие белые точки, и все сообщество говорило о том, что зажим чувствуется хуже. Но потом это исправили, снова добавили точки в игру, и многие отметили, что стало лучше, хотя сам паттерн зажима не меняли. Капли крови, блеск каски от попадания, анимация смерти появляются только когда сервер на 100% зарегистрировал ваше попадание. Он сам отправляет вам команду о том, чтобы запустилась эта анимация. То есть вы их будете видеть с задержкой. Многие на нее жаловались, поэтому Valve добавили функцию прогнозирования урона. Эта функция призвана уменьшить задержку на визуальные эффекты по вашему выбору, предсказывая решение сервера, основываясь на данных, которые есть у вас. Но выбор случайной точки при разбросе сервер также делает и самостоятельно, и результат с некой долей вероятности может не совпадать с вашим. Если эта функция включена, точно понять, сколько раз вы попали по врагу, невозможно, а удостовериться, что точно убили, сможете только после этого сигнала. Если вам кажется, что эта функция у вас отключена, все равно проверьте ее, потому что она перестает работать при высоком пинге и сейчас может вас не беспокоить. Но если вдруг ваши условия внезапно улучшатся, она может сама включиться и сбить вас с толку в решающий момент. Не только результат действий других игроков появляется у вас на экране с задержкой, но результат ваших реальных действий тоже. Движение мыши, нажатие клавиш появляются на экране через величину input лага. А выстрелы, трассеры и следы от пуль отображаются на экране на следующем кадре после регистрации. Трассеры – чисто визуальный эффект, который берет свое начало из конца ствола и заканчивается в месте, где появляется след от пули. Он без проблем может проходить сквозь модель противника, не приводя к убийству. Их можно отключить. На предыдущем кадре перед анимацией выстрела вы видите то место, где был зарегистрирован выстрел. Поэтому запись вашего экрана, например, с помощью Steam, все еще является самым надежным методом проверки себя. Тем более совместно с моим прицелом. Даже если вы фликнете за время меньше, чем время кадра или время input лага, и в центре флика нажмете на выстрел, кадр с положением, где было зарегистрировано нажатие, отобразится на экране. Соответственно, FPS и input lag также не влияют на качество регистрации. Ваши действия в точности будут переданы в игру. Но они влияют на время, которое потребуется вашей системе, чтобы отобразить результат вашего ввода и состояние мира, отчего и появляется ощущение плавающей мыши и задержка выстрелов. Увидев изображение на экране, вы реагировали на него, выполняя ввод. Каждый ваш ввод максимально быстро отправлялся игре,
так как игра использует прямой ввод мыши и клавиатуры. Я ожидал начала работы над новым кадром, но данные продолжали собираться и учитываться. На новом кадре они учлись, и началось формирование. Ваши данные впервые после предыдущей отправки на сервер появились в игре и будут отправлены снова через эту задержку, так как отправляются на сервер 64 раза в секунду. После отправки данные идут по сети и ожидают, пока сервер начнет следующий тик обработки. Обрабатывал данные и отправлял результат по сети. Эта задержка показывает, сколько еще времени было от получения до момента, когда данные понадобились. Эти задержки работают как буфер. Их изменение позволяет сразу реагировать на замедление или ускорение работы сервера или клиента, обеспечивая синхронность. Далее пришедшая информация использовалась при создании очередного кадра, и это время понадобилось, чтобы провести расчеты. А это время до момента, когда кадр понадобится видеокарте для рендера. Но это путь конкретного тика. Ваш ввод, ваши предсказания же обрабатываются сразу. Ваш input lag начинает исчисление от момента, когда вы нажали на клавишу. Следующий создаваемый кадр будет отражать актуальное положение на тот момент, а после него будет кадр, содержащий какую-то стадию анимации выстрела. Каждый отправится в видеокарту, где видеокарта будет какое-то время его отрисовывать. А то, через сколько вы его увидите, зависит от настроек вашей видеокарты и вашего монитора. Монитор обновляется с частотой герцовки. Сканирующий луч двигается с верхнего левого до правого нижнего пикселя и дает каждому пикселю поочередно сигнал изменить свой цвет на тот, что есть в памяти видеокарты прямо сейчас в этом же месте. Пикселю также нужно время на это изменение цвета. Соответственно, монитор не способен отобразить полностью все ваши сгенерированные кадры, если их больше герцовки. Поэтому важно знать, в каких режимах работает игра, видеокарта и монитор. Чем выше ваш FPS, тем больше кадров создает игра, тем чаще обновляется кадр в видеопамяти. Если цель занимает весь экран, вы будете видеть обновление с частотой кадров. Если цель меньше, частота обновления приближается к частоте герцовки. На потенциальное количество разрывов влияет то, во сколько раз FPS превышает герцовку. Если новый кадр появится в этом промежутке, вам повезет. Если в этом, то вы будете ждать дольше, чем если бы была включена вертикальная синхронизация. Если кадр обновится еще раз за это время, это будет выглядеть как рывок, что наиболее заметно для мозга и неприятно. Важно понимать, что суть не только в уменьшении задержек, но и в их стабильности. Наша нервная система имеет задержку более 100 миллисекунд. То есть если брошенный нам мяч изменит свою траекторию за 100 миллисекунд до касания, ни один человек на планете его не поймает. Поможет только угадывание. Но в то же время мозг сильно обращает внимание на нарушение последовательностей. Малейший фриз при ровном фреймрейте, малейший треск в музыке, одинокий битый пиксель – все это привлекает внимание и сильно сбивает фокус, в то время как увеличение задержки требует лишь больше вычислительных мощностей для более далекого предсказания событий. Это дело привычки. И не расходует концентрационный ресурс, не сбивает. Мозг легко с этим справляется. Убрать задержку совсем не получится по физическим причинам. Я не говорю, что задержка в 20 миллисекунд – это ничто, важен баланс, но в игре есть тактики, как получить преимущество, сильно превышающие любую задержку. Состояние вашего организма чаще влияет сильнее на вашу реакцию. Подробнее обо всем этом я расскажу в следующих роликах, а пока призываю вас сделать упор на стабильности ваших задержек, а не на их уменьшении. Тем более, что движок игры спроектирован так, чтобы идти на компромиссы между задержкой и стабильностью, только когда это требуется, а остальное время обеспечивать наименьшую задержку. Поэтому разработчики рекомендуют эти функции. Reflex позволяет использовать для рендера самые свежие данные ввода за счет синхронизации игры с видеокартой. Монитор за счет технологии G-Sync или FreeSync также синхронизируется с видеокартой и подстраивается под частоту генерации кадров игры. А технология вертикальной синхронизации позволяет полностью выводить кадр, используя G-Sync или FreeSync как страховку от повторов, если нового кадра нет. Ваш input lag приблизится к физическому ограничению вашей герцовкой. Да, если вы не используете эти технологии, вы чаще будете видеть более свежий кадр, но в этом проценте случаев вы будете сильно проигрывать по задержке, даже если бы ваш FPS был 1000. Поэтому игроки замечают, что их input lag как будто меняется в течение времени, потому что так и есть. Вертикальная синхронизация позволяет стабилизировать input lag, что благоприятно влияет на вашу способность точно прогнозировать положение противника и ваши действия. Это легче для мозга, но без этих технологий он может быть крайне большим и не стоит того. Но несмотря на задержку отображения и пинг, вы всегда должны быть на пике вашего ТТК. Time to Kill – это тема для следующего и, как мне кажется, самого важного видео, поэтому постарайтесь его не пропустить. А пока, начиная перестрелку, знайте, что победит тот, кто быстрее сделал правильные действия, точно навелся и выстрелил, даже если это еще не отобразилось на вашем экране.
То есть вам нужно предсказывать положение противника, учитывая величину вашего input-лага. Полагайтесь на ваш АИМ и рефлексы, а результат ваших действий в точности отобразится через величину input-лага на вашем экране. Отслеживать ваши задержки вы можете в консоли, всегда у себя на экране, или включить, например, когда условия становятся плохими. Также в Steam есть подробный официальный гайд на эту тему. А со значениями input-лага, герцовкой помогут специальные программы, устройства или сверхзамедленная съемка, которая доступна в том числе и на смартфонах. Тут можно увидеть дату сборки, тип сервера, задержку на отправку, пинг, на прием пакетов, потерю пакетов, сколько команд в очереди до, после, а также производительность сервера и ваше минимальное и максимальное время кадра. Это значение – это средняя частота кадров. Это значение показывает максимальное зафиксированное время между кадрами. Фризы, статоры – то, что наиболее заметно и самое неприятное, если сильно отличается от среднего значения. Это график джиттера на прием и на передачу пакетов. Каждый столбик – это пакет. Высота столбика показывает, насколько не вовремя пришел пакет в миллисекундах. Сервера работают на 64-м тик-рейте, и поэтому задержка более чем на 10 миллисекунд может привести к пропуску тика, если учесть, что и следующий тик задержится на это же время, что может повлиять на геймплей. Но в то же время потеря пакета может не играть никакой роли, так как следующий уже пришел, и за счет этих переменных сервер увидит, что вы стреляли, ходили или прыгали в тот момент, когда это реально происходило. Даже большой шум джиттера способен компенсировать сам движок Source 2, если он стабильный и предсказуемый, изменяя запас на прием сервера. Но если он не справляется и вы это видите, контролировать этот порог, при котором повышается вероятность пропустить тик, позволяет эта настройка буфера. А эта команда увеличивает только очередь перед сервером. Да, ваша задержка увеличится, но зато влияние на геймплей уменьшится. Иногда также встречается баг, когда это значение начинает пульсировать. К сожалению, это встречается часто и в важные моменты может влиять на геймплей, поэтому можете использовать этот бин, чтобы его успокоить. Физически уменьшить шум джиттера и пинг некоторым помогает статический IP, специальные сервисы, которые намеренно удерживают единый маршрут для пакетов, так как игра больше не фиксирует маршрут после недавнего обновления. Если вы используете беспроводной интернет, это также сильно влияет на качество подключения, тем более если нагрузка на сеть возрастает. Сетевая карта или роутер также могут плохо справляться со своей задачей. На input-lag могут влиять любые мелочи на любом этапе, открытые программы, драйверы, тип переключателей клавиатуры и мыши, различные настройки оборудования и режимы, даже не родное расширение монитора. Например, многие отмечают, что поставив родное расширение монитора в игре и удалив старые профили экрана в реестре Windows, уменьшается input-lag. Вполне возможно, так как масштабирование изображения при выводе и его растяжении увеличивает время вывода на экран. Но во всем этом вопрос лишь насколько. Поэтому без глубокого понимания процессов понять, что именно может значительно увеличивать задержку конкретно у вас, сложно. Все сильно индивидуально, что поможет одному, не поможет другому. Но эти знания и телеметрия, надеюсь, вам помогут. Я допускаю то, что игра не идеальна. Например, на данный момент в игре некоторые кадры имеют крайне высокое время формирования. Проблема пока не решена, но как вы видите в консоли, Valve уже начали работать над этим. Но даже так, игра находится в хорошем состоянии, а большинство ваших переживаний связано с непониманием базовых механик игры, ее настроек или ложными убеждениями о собственном превосходстве, или ложными убеждениями о собственной уязвимости. Ориентируйтесь на то, что вы видите на своем экране, с учетом информации, которую я дал. И если заметите что-то странное, такое вполне может быть, я все еще принимаю и детально разбираю ваши видеофрагменты на своей почте. А также вы можете обратиться ко мне лично за помощью в настройке или оптимизации вашего ПК в моем ТГ-канале. И конечно, если видео вам понравилось и вы узнали что-то новое, призываю вас поставить лайк за мои труды и подписаться, чтобы не пропустить еще больше полезной информации.